Друзья, здравствуйте, велолетописец на связи. 24 мая 2026 года мы в городе Минске. Хочу сегодня отснять для вас Севастопольский парк. Я его снимал несколько лет назад. С тех пор произошли изменения в нем. Его облагородили. Ссылка на первый ролик появится в правом верхнем углу. Также приложу в описании к видео. Чем он знаменит здесь? Белки ручные бегают. Наверное, этим не удивить никого. Так, здесь у нас по правую руку детская площадка. Ну и заворачиваем с вами налево к Беличьему поселку. Его тоже облагородили, чтобы было удобнее кормить белок. Беличья тропа. И прямо по курсу здесь специальное место. Хочу сказать, что белки с птицами конкурируют. Есть еще птичий город. Белки делают набеги на птичий город, а птицы объедают белок. Вот, сами видите. Также здесь между деревьев положили такую ветку, и белки бегают через нее. Но не видно белок. Зато очень много птиц. Также здесь есть тематические стенды, чем кормить птиц и белок. Ну, сейчас тогда поедем с вами, посмотрим на птичий город. Возможно, все белки именно там. Парк делится на две части, разделяется дорогой. Вот эта часть северо-западная, она облагорожена. Тут много чего понаделывали, понаставили. Это мы все посмотрим с вами. Немного насвинячили здесь. Ну и по левую руку птичий город. К сожалению, белок не видно, только голуби.
Видимо, жарко. Все попрятались. Итак, друзья, чтобы не повторяться по маршруту, проедем еще здесь. После вчера я вижу, тут много мусора набросали. Обычно тут чище. Хотя и урны есть. Урны переполнены. Итак, что было сделано? Понаставили лежаков здесь, чтобы можно было загорать. Качели. Это все будет по левую руку. Качели, правда, уже разломали. Ну, а лежаки вон там, девушка отдыхает. Не будем снимать. Также тут пережили все. Что-то ведут трубы какие-то. Это еще с того года. Далее по левую руку будут спортивные площадки, которые установили во время этого облагораживания. Баскетбольные кольца и вон там дальше снаряды. Также для собак я выбрал площадка. Ну и качели здесь. Проезжаем с вами. Ну вот это вся северо-западная часть. Можно сказать, что я вам ее всю показал. Есть также небольшое футбольное поле. Будет по левую руку. Сейчас подъедем, покажу. Ну вот, собственно, дети гуляют. Ну и вон там дальше уже лежаки деревянные. Тоже тематические стенды мотивационные. Шахматный клуб. Два столика таких круглых, небольших. Можем крутануться. Ну и, друзья, юго-восточная сторона. Поедем туда. Там более дикое место. Там облагораживание не происходило. То есть там нет таких спортивных площадок, ничего такого. Даже лавочек нету. Ну вот вывеска Севастопольский парк. С этой стороны. Карта.
Ну и ключевые слова. Нам нужно пересечь дорогу. Нарушаем правила. Попрошу не повторять. Юго-восточная часть. Здесь из интересного есть теннисные корты. Будем их проезжать вот прямо по курсу будут. Ну и в принципе не знаю, что еще сказать по этой части. Здесь интересные дорожки есть, холмистые, можно на велике носиться по ним. Такие крутые немного. Ну а так, больше, наверное, здесь ничего такого. Да, конечно, сломали качели, интересно, когда успели. Не так давно я был, они еще были целые. Ну вот теннисные корты. Ну и все, дальше начинается дикая часть. Здесь как бы тоже жгут костры, а я видел в этой части. Даже однажды видел оставленный костер. То есть, не знаю, наверное, какие-то недобросовестные элементы общества разводили костер, жгли и потом ушли, остался. Но я подъехал, он уже начал тухнуть, тушить не пришлось. Обгоняем, едем дальше. Тут надо свернуть, там не очень интересно будет. В целом для выгула собак годится эта часть. Проезжаем. Собачка побежала. Вот здесь поваленное дерево, а распилили уже, с корнями выдрало. Ну вот, поедем сюда по левой дорожке. Свернем, потому что там дальше для нас пути нет. Как видите, молодые саженцы здесь сажали не так давно. Ну и опять все перекопано. Далее.
Все копают. Ну вот один из склонов, про который я говорил. В принципе, дорожка широкая. Не сильно на экстрим можно смахивать. Ну вот, друзья, пожалуй, бегло велозаезд по Севастопольскому парку обновленному. Такими темпами, чувствую, скоро его снова обновлять придется. Не дают покоя. Не дают покоя мне эти качели разломанные, потому что на них недавно сам катался. Ну вот как-то так. Будем заканчивать этот ролик. Спасибо, что посмотрели, и до новых встреч.